Добрый день! Сегодняшнее видео посвящено сравнению и тестированию плеера Yugus SK1. Он приехал ко мне сегодня, я уже успел его немножко потестировать и, в принципе, готов высказаться. Сравнивать мы его будем с Dune Pro One 8K. Для начала давайте посмотрим, что это действительно SK1. Прошивка стоит последняя. Yugus SK1. 1.4.0, последняя прошивка. Какие режимы я поставил для изображения? Здесь стоит 2160. Цвет стоит 42212. HDR адаптивный. Dolby Vision пока стоит стандарт. Смотрите, здесь советую вообще как бы выключать вот это. И здесь все тоже полностью отключать. Вот видите, здесь 2.2. Это говорит о том, что HDCP работает в режиме 2.2. Как это ни странно, но вот эта вот настройка Never Check, она не позволяет отключить на самом деле HDCP. При этом, например, Dune, вот я сейчас переключусь на Dune, видите, здесь HDCP отключен полноценно. Возвращаемся назад, поэтому здесь эта настройка почему-то не играет и не работает. Югусу удалось отключить перешарп, который изначально есть в Amlogic S928. То есть похоже, что вот эти вот настройки позволили полностью отключить вот этот вот неприятный перешарп и искажение. Поэтому если мы ставим вот этот параметр на AI Picture Quality Adjustment включенным и LOV, то изображение почти равно изображению Dune 8K. При этом у Dune в этот момент отключены все эти улучшалки. Если же мы отключаем вот этот параметр, то изображение становится равно изображению Yugus AM6B+, то есть стандартному AMLogic-скому изображению. В таком режиме, когда вот отключено все, изображение немножко более мыльное при апскейле SDR до 4К, чем если сравнивать с тем же самым ZIDU, либо с Dune 8K и другими плеерами, которые умеют нормально апскейлить. Проверим, как обрабатывается ATEM в HDR. Да, все хорошо. 4000 он видит. Я включил режим Dolby Vision STD LED. То есть это TV-LED режим, когда изображение должно обрабатываться не плеером, а телевизором. Напомню, что Dune 8K это делать умеет. Так же, как и плеер Siam и ZIDU 8K тоже теперь этого делать умеет. Я был удивлен, Yugus не умеет это делать. Давайте вот проверим. Вот смотрите, я запустил 7.2.9 файлик. Сейчас изображение будет красным. Это так отправляется оно на телевизор в таком режиме. Видите, изображение сейчас показывает, что это RGB BT2020. И вот если вы обратите внимание, L2, изображение меняется. Это говорит о том, что плеер уже заранее делает тон маппинг. Давайте переключимся на Dune. Здесь все отключено. И видите, здесь тоже стоит STD Dolby Vision, то есть TV-LED режим. Вот запускаем то же самое, только на Dune 8K. Но видите, изображение не меняется. То есть отправляются честные RPU данные на телевизор. Кстати, вот этот флаг BT2020 не должен стоять. По-хорошему это нужно исправить, чтобы он отправлял либо BT709, либо простоту. На некоторых телевизорах в таком режиме, когда BT2020, могут быть проблемы с цветопередачей. Кстати, вот только сейчас это заметил. Потом сообщу в Dune. Поэтому Yugus SK1 не умеет честный TV-LED. Так, переключайся в режим LLDV на Dune. И теперь я запускаю 7.4.0. То есть, когда плеер делает всю обработку. И обратите внимание, на L2 есть реакция. Хотя это файл 7.4.0. При этом, если я прокручу до L8, то видите, реакции нет. Так, возвращаемся в Yugus, переключаем режим в Low Latency.
когда плеер делает обработку. Запускаем файл 7.4.0 и смотрим. L2 реакции нет. Но при этом на L8 реакция есть. Это говорит о том, что этот плеер Yugus SK1 умеет обработку при помощи 7.4.0. Соответственно, в режиме LLDV, а также в режиме TVLED, но фейковом, он сможет правильно делать преобразования, не будет Black Crash. Вот если мы запустим файл Black Level, то видно, что отображает все оттенки темно-серого. Помню, что Dune, так как является 7.2.9 устройством, не может сделать такой же трюк и показать правильно темные уровни в режиме LLDV. Для Yugus SK1 есть Core Elec, но, как ни странно, если мы его запустим, а я это сделал, то у нас также остается тот же самый Fake TVLED. Похоже, что библиотека Dovi, которая используется для этой версии Core Elec, не исправлена, поэтому нет никакого смысла использовать Core Elec, потому что вы никакого профита не получите совершенно. Что на Android, что в Core Elec у вас будет такой же Fake TVLED и такой же LLDV с обработкой 7.4.0 на плеере Yugus SK1. Какие можно сделать выводы? Первое. Проблемы с перешарпом на этом плеере нет. Есть проблема с HDCP. В некоторых условиях это будет давать проблему, что будет моргать экран через 10 секунд после включения какого-то разрешения на видео. Также может быть проблема, что будет просто черный экран. Далее. Данный плеер является Fake TVLED. Нужно более точное и качественное изображение Dolby Vision, и у вас телевизор с поддержкой TVLED, а это, наверное, большинство телевизоров с 2020 года, то предпочтительнее все-таки будет использовать Dune, то есть плеер, который умеет настоящий TVLED. А вот Yugus SK1 в этом режиме как раз очень удобен для тех, у кого нет телевизора с поддержкой TVLED, например, какой-нибудь старый телевизор до 2020 года, либо какой-нибудь проектор, и когда у вас вся обработка будет при помощи плеера. Тогда как раз вот 7.4.0 нам может помочь. Ну и, соответственно, у Yugus SK1 нет опций для VS10, кому это необходимо. Выбор, естественно, как бы за вами. Кому что нужно, от этого нужно исходить. В целом аппарат неплохой, но все же он суммарно уступать будет и Zidu, и Dune плеерам, если вот вы хотите использовать Android. Ну а если вам все-таки нужен полноценный Dolby Vision, то у вас пока все равно только решение это Siam плеер. Как я это и говорил в предыдущем видео, пока альтернатив ему нету. На этом все. Спасибо за внимание.